друзья, всем привет! У нас вчера был счастливый день. Этот день наступает у каждого кроликовода. Это радостный день. Особенно он вызывает бурю эмоций у тех людей, которые кроликами начинают заниматься сравнительно недавно. Да? Они холят, лелеют крольчиху свою, да, и через 30 дней она им дарит подарок. Это акрол. Да, это вот когда она рожает, да, приносит этих крольчат, и это вообще буря эмоций. Я говорю, особенно у тех, кто только-только начинает, и он получает этот самый первый акрол. Это, наверное, даже и вообще не объяснить. Это лучше, чем человек ждет Нового года. Вот это вот у кроликовода вот такая вот. И нас вот тоже вчера посетил этот день. Это счастливый день, долгожданный. Мы ждали его. Крольчиха нам принесла. Вот она, крольчиха. Она нам вчера принесла. Мы вчера осмотрели гнездо. Вот. Но не было времени у нас продемонстрировать вам. И мы сегодня уже, получается, сегодня первый день. Первый день, и мы сейчас вам покажем, как мы будем смотреть гнездо. Много идет разговоров, на какой день можно смотреть гнездо. Кто-то говорит через неделю, кто-то 2-3 дня, ну все по-разному, да. И новичок в кролиководстве, он теряется, когда ему смотреть. Он может посмотреть через неделю, например, да, и это будет уже поздно. Потому что, возможно, где-то в помете крольчонок мертвый, да, и неделю пролежав в тепле, там уже идут запахи, разложения, ну и так далее. Мы смотрим вообще в любой день, нам без разницы. Если вы будете соблюдать те правила, о которых мы вам сейчас расскажем, можете вообще смотреть в первый же день. Вот. Первонаперво нужно изолировать крольчиху от доступа к маточнику, да, либо маточник мы перекрываем, либо мы просто крольчиху убираем. Но мы маточник перекрыли, у крольчихи нет доступа к маточнику. Потом мы одеваем на руки перчатки. Если нет перчатки, можно, в принципе, и голыми руками берете пух и намазываете руки. Хорошо размазывайте, чтобы ваши руки пахли ионным пухом. И когда идете смотреть крольчатник, чтобы от вас не исходило никаких резких запахов. Ни духов, ни еще чего-нибудь. Потому что это может спровоцировать крольчиху на какие-нибудь непонятные действия. Вот посмотрите, мы закрыли. Все, крольчихе доступа нет. Все, я спокойно беру крольчонка. Они вон там в гнезде, в дальнем углу. Иди сюда. Опа! Вот он. Пищит, пищит, пищит. Мамка еще не кормила их. Но, думаю, скоро будет кормить. Все, вчера они родились, сегодня мы спокойно смотрим. Мы не боимся их смотреть. Все, и ложим. Далее, ну и так все по очереди. Одного за другим, за другим. И начинаем вокруг гнезда просматривать, прощупывать наличие, возможно, мертвых, да, либо еще каких-нибудь. Но мы уже знаем, что здесь мертвых нету. Но мы вам показываем, как это делается. Смотрим по углам, потому что обычно мертвые, они либо уползают, либо она их как-то там куда-то девает. В общем, они постоянно в углах. Поэтому проверяем углы. Здесь чисто. Ну, здесь, в принципе, я думаю, все должно быть. Нет, ничего нету. Ну, все равно периодически нужно просматривать. Дней через 5 мы еще сюда вернемся и посмотрим. И вам покажем, как они выросли и насколько. Все, проверка гнезда закончилась на второй день. Да, вчера родились, сегодня получается второй день. И все, без всякого этого на второй день идем смотреть, чтобы не было потом поздно. Ни через неделю, ни через полторы, там, ни через 2, не знаю кто как. Все, это вам наш совет. Все, и обязательно перед акролом у крольчихи всегда должна быть еда, полный сенник сена и непосредственно полная поилка, либо ниппельная, если, да, либо вот как у нас в данный момент это кружка. Всегда должна быть полная, потому что после акрола крольчиха, у нее жажда сильная. И она может вообще эту кружку просто выпить за раз. Поэтому соблюдайте все эти условия, все эти правила. И все, и растите дальше своих питомцев. Они у вас будут расти на глазах, и вы их будете каждый раз в ладошку брать, они будут все больше, больше, больше. Вообще ощущение
вообще неописуемо, в общем, все классно. Дней через 10, ну, где-то вот в этом районе, да, не забываем проверять маточник на наличие влаги, да, потому что они растут, они начинают больше писить. Возможно, и сама самка может туда нагадить, да. Начинаем проверять непосредственно там, где сидят сами они. Их вытаскиваем, щупаем. Если там сухо, ну, значит сухо, все хорошо. Если мокро, вытаскиваем крольчат вместе с пухом. И потом начинаем все это вытаскивать, вычищать, обжигать. И потом все обратно их складывать. И по углам обязательно смотрим, потому что самка может в принципе туда и написить. Вот. Еще не забываем такой момент контроля. От 10 дней крольчата, да, начинают открывать глазки. Вот этот момент нужно тщательно контролировать. Почему? Потому что если вы упустите, да, этот момент и там 15-16 дней, там вот так вот, кто как, глазки могут загноиться. Они не вовремя откроются, и они могут начаться гноиться. И потом у вас будут проблемы с лечением глазок, да, и вероятность того, что вы их не вылечите, тоже будет. Обязательно берем, как он называется, либо водичкой просто протираем, да, глазки и начинаем веко нижнее и веко верхнее, ну, в разные стороны, и помогаем им открывать глазки. Если увидели, например, что 1-2 крольчонка глазки открытые, а у других нет, значит, в принципе, смело можно остальным помогать открывать глазки. Вот это тоже не забывайте. Обязательно протирайте. Не на сухую им глаз открывайте, разрывайте его. А смочили, подождали маленько, чтобы вот это все гнойнички, которые у них на глазках образуются, смягчились. И потом потихоньку начинаем их протирать. Протираем их хлоргексидином можно, да, на спонжик мочим и протираем глазки. Можно также использовать фурацилин, в принципе, то же самое. Также на спонжик и также глазки протираем. В общем, если соблюдать все эти условия будете, значит акрол у вас будет хороший, добротный, здоровый. И будете дальше растить крольчат. В общем, на этом будем прощаться. Мы несказанно рады данному акролу, мы его давно ждали. В общем, ребята, пишите в комментариях, как у вас проходят акролы, что вы делаете для своих крольчат. В общем, здоровья вашим кроликам, все будет круто. Пока-пока.